Психологи утверждают, что сознание — это высшая форма психики, результат обобщенного отражения свойств и закономерностей окружающего мира. Объясните, пожалуйста, вы, что такое сознание и что оно включает в себя? Сознание — это прежде всего то, что мы объединяем многие вещи, которые не объединены у животных. Хотя и у животных есть основы сознания, но оно рудиментарное. Сознание человека — это прежде всего то, что он может объективно оценить реальность, которая окружает нас. Она состоит из очень многих вещей, которые помогают нам оценить себя, оценить окружающую обстановку, проводить анализ и синтез то, что происходит вокруг нас. Это самая главная цель. Поэтому, как говорил древний философ, пока я знаю, я существую. Как связаны ум и сознание друг с другом? Но ум — это прежде всего надо оценить, что ум — это часть нашего тела. Это как компьютер, который обрабатывает окружающую информацию, то есть получает ее. Получает через наши чувства, через зрение, через слух. Это самые главные источники информации. А вот преобразовать эту информацию может только наше сознание. Наше сознание, оно обладает возможностью переработать информацию и оценить ее объективно. Если у животных есть только рефлексы, и на основании этих рефлексов они строят свое поведение, то человек обладает возможностью оценивать реальность. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, для нас это иногда превращается в то, что необъективную реальность мы ее превращаем в объективную. Как это происходит? Например, когда мы смотрим телевизор или получаем информацию из компьютера, наш ум, получая ее, направляет в сознание. Но наше сознание, когда мы смотрим на картинку телевизора или на картинку компьютера и получая и аудиоинформацию, наш мозг, передавая это в сознание, обладает очень интересной функцией, что мы начинаем воспринимать то, что мы видим, как объективную реальность. Это доказано многими исследователями, что, например, когда мы смотрим вещи, которые затрагивают наши эмоции, то при просмотре, допустим, каких-то фильмов, которые несут в себе не объективную реальность, но затрагивают наши эмоции, наш организм реагирует как на объективную реальность. То есть повышается давление, учащается сердцебиение, работает вегетатика, учащается дыхание. И это приводит к тому, что, получая необъективную реальность, наш организм ее воспринимает как объективную, и такие вещи в нас могут приводить в стресс. Что если объективно стресс, который открыл Силье, дает нам возможность адаптироваться к окружающей обстановке, то есть если она в самом деле объективная, то наш организм учащается сердцебиение, повышается давление, приливается кровь к сердцу, мы готовы или бежать, или сражаться, то, получая
необъективную реальность через телевизор или через компьютер, значит, мы приводим себя в состояние стресса, но реакции нет. Мы остаемся сидеть в кресле, давление повысилось, мышцы готовы работать, а отражения нет. И это часто приводит к дистрессу, то есть к повторному стрессу, который отрицательно влияет на наш организм. Вот это самое главное. Для чего необходимо совершенствовать сознание? Ну, это главная функция человека — быть сознательным. Большинство, мы ж не животные, которые живут рефлексами. У животных есть функция. Желание есть, желание спать, желание совокупляться и желание обороняться при необходимости. Это 4 вещи, которые есть и у человека. Если он работает на уровне этих 4 рефлексов, то по существу мы живем животной жизнью. Осознание — это возможность анализировать и синтезировать любую получаемую информацию. Это самая главная функция нашего организма. Расскажите, какие факторы влияют на рост сознания? Но самый главный фактор — это то, что мы желаем изменить наше сознание. Ведь очень многие люди не работают над своим сознанием. Они воспринимают любую информацию из любых источников. Даже соседка сказала. Все, это объективная реальность. Но человек не видит это. Он верит тому, что кто-то что-то сказал. То же самое происходит и когда мы слушаем или видим, или читаем информацию. Но объективно мы можем ее оценить. Ведь история на сегодняшний день, она не объективна. Она все время подстраивается под ту систему власти, которая существует в данной стране. Ее подводят нам, и мы не можем ее проанализировать или не хотим ее проанализировать. Но если мы смотрим из многих источников и пытаемся сопоставить, мы находим различия. И вот в этом и заключается главный смысл нашего сознания. Не только воспринимать информацию, анализировать, синтезировать и вырабатывать свою точку зрения. Это касается того, что мы сегодня, особенно в условиях того, что мы существуем в условиях войны, и получая очень много информации, нам очень трудно оценить, насколько она объективна. Для этого мы должны проанализировать очень много источников и найти то построение, которое нам надо. И самое главное, что сегодня наше сознание не воспринимает то, что мы находимся в состоянии войны. Для нас война — это картинка, которую нам дают средства массовой информации. Но мы еще не привыкли к тому, что война, она есть реальность. Она реальна, она не где-то. Анализируя консультации, которые я провожу, я вижу, что люди даже в других странах, которые приходится мне консультировать, они испытывают тревожность, находясь за тысячи километров. Почему? То есть они опять смотрят картинку и получают вот ту реальность. Самое интересное, что есть коллективное бессознательное, о котором писали психологи, что человек, даже несмотря, не получая информацию, он говорит, я не смотрю телевизор, я не смотрю новости, он ощущает тревогу. Почему? Вот то коллективное бессознательное нашей страны, Украины, передается ему, передается как коллективно бессознательное. Почему в Агни-йоге сказано, что качество мысли
есть мощный рычаг эволюции сознания. Ну, я могу опереться на наши исследования, когда мы при помощи аппаратуры, основанной на эффекте Кирлиан, можем видеть, что мысль — это объективная реальность. То есть если мы посылаем или думаем о чем-то хорошем, наша аура усиливается, излучение усиливается. Если мы думаем о чем-то плохом или произносим о чем-то, осуждаем, допустим, кого-то или осуждаем что-то, мы уменьшаем свою энергетику. Вот это объективная реальность, почему мы должны следить за своим сознанием, за своими мыслями. Можно сказать четко, положительные мысли формируют нашу ауру в лучшем понимании, негативные уменьшают. По этому поводу я еще раз могу повторить. Сегодня в нашей реальности с экранов телевизора, с компьютеров часто звучит нецензурные выражения. Мы четко можем сказать, что любое нецензурное выражение реагирует на нас в отрицательном смысле. Это не только наши исследования, это исследования и японских ученых, которые исследовали замороженную воду, когда рядом произносили молитву или положительные слова, там красота, прекрасное что-то, мы видели, что вода замораживается в определенный красивый узор. Если слова негативные, она образует формулу, такую размытую, какой-то непонятный рисунок. Вот это объективная реальность. Сегодня негативные слова, которые звучат с экранов телевизора, не только влияют на нас, но влияют на детей, потому что их психика более восприимчива. И мы сегодня слышим, это становится разговорной речью, которую люди даже не ощущают. А на это надо обратить внимание. Это пагубно влияет на наше здоровье, я говорю это как врач. Почему испытания и трудности необходимы для эволюции сознания? Но мы опять возвращаемся к вопросу, о котором мы уже говорили, что человек живет по определенным космическим законам. И часто трудности, которые возникают на нашем жизненном пути, это возможность прежде всего изменить себя. И те трудности, которые возникают в нашем сознании, мы не должны проходить мимо них. Иногда организм сигнализирует нам, в нашем сознании, что что-то не так в нашем организме. Мы на это не обращаем внимания. Нам снятся какие-то сны, в которых мы чувствуем себя больными, или какие-то неприятные вещи. Мы должны это тоже анализировать. Это сигнал, что мы должны, в принципе, быть разумными. Разум, сознание — это прежде всего возможность объективно оценить и себя, и окружающую обстановку. Влияет ли наличие или отсутствие цели в жизни на уровень сознания? Как наличие цели влияет на сознание? Но если мы живем без цели в жизни, мы подобны животным. Мы живем рефлексом. Поесть, поспать. Об остальном я уже говорил. Это рефлексы животных. То есть если мы не пытаемся понять, кто я и для чего я живу, потому что цель нашего существования, у каждого человека есть предназначение. Он приходит на Землю со своим предназначением. Мы не можем определить точно иногда, но оно есть. И главная общая цель — это сделать доброе дело. Это самая главная наша цель.
Поэтому жизнь без цели – это не жизнь, это существование. Является ли устремление к познанию и изменению себя повышением сознания? Ну, это, конечно, обязательное условие. Если мы не пытаемся изменить себя в любое время, любой разговор должен обладать какой-то целью. Мы очень много тратим времени на пустые разговоры. Если вы едете в маршрутке, вы можете слышать разговоры ни о чем. Это не объективная реальность. Люди делятся чем-то, которое вот кто-то, как есть такая присказка, одна бабка сказала. Или, как пел Высоцкий, ходят слухи. То есть это не объективно реально. И вот большинство людей в целом разговоре, они бесцельны. Это вот если вы прислушаетесь, попытаетесь проанализировать вот любой разговор, в котором вы будете свидетелем, вы увидите, что в разговоре нет цели. И она даже не нужна. И часто разговор является возможностью отдать или получить энергию. Это вампиризм или просто разговор ни о чем. И то, и другое это не является фактором, который определяет нас как людей. Я мыслю, значит, я существую. А мыслить – это значит анализировать. Это значит, любой наш разговор должен обладать целью. И это совершенствование и нас, и нашего сознания. Один из факторов развития сознания – критическое мышление. Поясните, пожалуйста, это понятие. Но критическое мышление мы должны, в принципе, любую информацию, которую мы получаем, мы должны пропустить через свой барьер понимания. У каждого разный барьер. Каждый должен или может, будем так сказать, должен это как бы утвердительно, может пропускать любую информацию через свое сознание и оценивать ее. Тогда появляется не критика, а, скорее всего, оценка. Потому что в критике заложен один негативный фактор – осуждение. А первая заповедь сказана: «Не судите, да не судимы будете». То есть это отрицательное качество, которое мы должны подходить, оценивая любое событие, пропуская его через свое сознание, через те барьеры, которые мы для себя установили. Для этого нужны какие-то основы. Вот для меня основой является, допустим, Агни-йога или теософия. Я пропускаю те события, которые происходят, и которые я получаю информацию из каких-то источников, допустим, телевизор я не смотрю, но, допустим, компьютер. Я смотрю эту информацию, пропускаю через свое сознание и могу оценить. Если я получаю из многих источников, то тогда мы можем приблизительно оценить достоверность этой информации. Но само то, что мы уже начинаем мыслить, то есть мы даем работу своему сознанию. И наше сознание устроено так, что если мы даем ему работу, оно будет совершенствоваться в процессе своей работы. На этом устроена эволюция. Мы эволюционируем, несмотря на то, что у многих сознание остается на уровне там где-то тысячелетней давности, но некоторые люди передовые, они продвигают свое сознание за счет того, что они начинают думать и оценивать определенные вещи. Это или изобретение. Человек, который изобретает что-то, он все время работает над своим сознанием. Человек, который
оценивает любую обстановку, он оценивает ее с каких-то позиций, и он совершенствует свое сознание. Так устроена эволюция. В нас самих заложена возможность эволюционировать. Как сознание связано с нашим здоровьем и как наше мышление может влиять на наше самочувствие? Ну, мы об этом уже говорили чуть-чуть раньше, что негативные мысли ухудшают наше сознание и наше здоровье. Позитивные мысли, и об этом говорят сегодня все психологи, мыслите позитивно, находите даже позитивные вещи в тех вещах, которые нам кажутся только негативными. В любой вещи есть позитив. Даже в том состоянии, которое сегодня есть в нашей стране, мы находимся в состоянии войны. Но состояние войны – это прежде всего оценка, кто ты, как ты себя поведешь, к какому полюсу сознания ты стремишься, к чему ты хочешь объективно оценить, ты хочешь что-то доброе сделать. Делая добрые дела, мы продвигаем себя и свое здоровье. Об этом мы уже говорили, что включая духовные аспекты своего сознания, мы притягиваем к себе энергии, которые нас исцеляют. Так сознание влияет на наше здоровье. Но я думаю, что мы по этому поводу сделаем еще одно видео, в котором мы скажем, почему мы болеем и как быть здоровым. Это очень важно. Как связаны космическая энергия и сознание? Но мы уже останавливались на этом вопросе. У нас есть тело, душа и дух. Через дух мы получаем информацию из высших энергоинформационных планов. Она является по отношению к нашему телу, к нашему сознанию, к нашим клеткам, к нашему организму исцеляющей энергией. С чем связано феноменальное исцеление? Вот человек помолился и исцелился. Он притянул к себе высшую энергию. И эта высшая энергия изменила его клетки, изменила клеточный уровень. Вот святые, которые обладают ясновидением, которые могут, глядя на человека, предсказать его будущее, сказать, почему он болеет, а у них другой организм. Вот те феномены, которые мы знаем, йог сидит на воде или может подниматься над землей, левитация, изменилась его структура организма, другие клетки. Это в будущем будет для всех. Мы сегодня используем 7% нашего мозга, нашего сознания. В лучшем случае 10. Святые используют 70-80%. То есть в нас заложены те вещи, которые у нас будут через определенное количество лет, когда мы перейдем вот этот трудный период, который называется Кали-йогой. Почему трудно сосредоточиться во время молитвы, хотя в повседневной жизни бывают моменты радости, осознания связи с высшим миром? Но это опять еще раз мы возвращаемся к тому, что есть две силы на Земле. Это сила света с высшими энергиями и силы тьмы, которые всегда будут нам препятствовать. Потому что стоит барьер между нашим духом и нашей душой. Этот барьер установлен темными силами. И только когда мы полностью погружаемся в молитву, тогда мы можем преодолеть. Если в обыденности мы пытаемся, или обстановка не позволяет, вот, допустим, мы пытаемся молиться, едя в общественном транспорте. Это помогает
помогает меньше, потому что есть много факторов, которые препятствуют проникновению высших энергий. Почему, допустим, в Гималаях или, допустим, когда мы в местности, где нет факторов, в лесу, где нет факторов, которые влияют, нам легче молиться. То есть почему монахи в кельях старались быть в келье или, допустим, мы знаем, святые удалялись в пещеру, и в пещере жили вдалеке, и там молились. Они исключали фактор влияния темных сил. Христос уходил в пустыню, не только Христос, другие святые уходили от людей, чтобы получить вот эту связь с высшими энергиями, чтобы исключить фактор влияния негативных энергий, которые имеют влияние на любого человека. Главное все-таки понимать, что любая молитва, она действенная. И стараться, конечно, отодвинуть тот второй план, который мешает нам молиться. В чем принципиальное отличие молитвы и медитации, если обе эти практики позволяют иметь связь с Высшим, и в молитве тоже можно задавать вопросы, пытаясь понять какие-то духовные аспекты? Наверное, если оценивая объективно, то молитва легче для многих людей. Медитация. Мы должны в медитации остановить свой мозг, выключить его, или постараться сделать так, чтобы он не влиял на нас, чтобы мы могли через отключение своих восприятия окружающего мира перейти в другое сознание. Более подробно об этом написал лама Анагарика Говинда, когда он сказал, что есть много ступеней медитации, есть многомерное сознание. Чтобы достичь высшего понимания в медитации, надо выключить наше сознание. Если мы возьмем дзен-буддизм, то там в практиках были такие кааны, это такие вот предложения, в которых нет смысла. И в этих каанах, когда человек пытается их осознать, что же там такое, он как бы сбивает свой мозг с того состояния, чтобы он мог принять высшие энергии. Когда мы принимаем высшие энергии, мы получаем информацию. Но, к большому сожалению, в настоящее время, особенно в больших городах, медитация практически невозможна. Но мы опять должны вернуться к тому, что есть методы, которые на сегодняшний день могут приблизить нас к получению высших энергий при помощи релаксации, при помощи прослушивания музыки, при помощи визуализации. Это более легкие ступеньки, когда мы можем получать информацию с высших энергоинформационных планов. Но часто есть даже такая практика осознанное сновидение, когда человек перед тем, как заснуть, он задает вопрос. И во сне он может получить ответ. К большому сожалению, эта практика нуждается в том, чтобы мы находились в чистом месте. Если мы задаем этот вопрос, допустим, где мы живем в многоэтажке, и вокруг нас громадное количество негативных мыслей, или даже положительных, любых мыслей, наше сознание не может пробиться. Кроме того, я уже об этом говорил в предыдущих воплощениях. Сегодня на Земле идет война, я имею в виду нашу страну. И кроме того, та страна-агрессор, где люди нападают, не понимая цели, почему они нападают, они находятся под влиянием сил тьмы, и когда они умирают и покидают наш мир,
Они не могут подняться в высшие сферы. Они не знают, что такое смерть. Они не знают, что есть высший энергоинформационный план. И не застают в определенном слое нижнего астрала. И они затрудняют проникновение высших энергий на Землю. Не только для нашей страны. Это для нашей страны особенно. Для всего человечества. Поясните, пожалуйста, понятие духовности. Одним словом, не одним предложением. Работа на общее благо. Любая работа на общее благо – признак духовности. Признак духовности в отдавании, признак материальности, захвату материальных ценностей. Хотя люди, которые накапливают ценности, они не понимают, что когда они покидают этот мир, они с собой ничего не возьмут. Какие трудности могут ожидать на духовном пути и как их преодолевать? Человек, который стремится изменить себя в плане приобщения к силам света, это только является одним из признаков того, что человек стремится к высшему, совершает добрые дела, он сталкивается с тем, что он ускоряет свою карму, он ускоряет свой жизненный путь. И те вещи, которые могут быть растянуты на целую жизнь, могут сжаться в годы, в месяцы, в дни. И преодоление тех трудностей, которые по карме надо было преодолеть, может быть, даже за несколько воплощений, приходится преодолевать за годы. Но это обязательно. Дело в том, что этот феномен связан с тем, что на Землю идут новые энергии. Я уже об этом говорил. С каждой минутой они усиливаются, поток идет на Землю. И это проявитель. Когда вот была фотобумага, когда были вот старые фотографии, мы бросали в проявитель фотобумагу, и там проявлялись и светлое, и темное, и светлое постепенно. Так вот, когда человек становится на духовный путь, он подобен той бумаге, которая брошена в проявитель. Проявитель – это энергия. И все то, что в нем есть, и негативного, и положительного, оно проявляется. К большому сожалению, негативного у нас очень много, потому что когда начинается осознанная жизнь, мы начинаем понимать. Мы задавали вопросы своим пациентам в группах. Вот вы можете оценить в своей жизни те вещи, которые вы делали неправильно? Много их. Ну, у нас устроено сознание так, что оно загоняет это такой угол, мы стараемся не вспоминать. Но если мы начинаем вспоминать, то мы находим эти негативные вещи. И, кстати, если их много, то они оказывают негативное влияние на наше сознание, даже если мы не находимся на духовном пути. Мы начинаем болеть. И болезнь является тем проявителем, чтобы мы изменили свою жизнь и вернулись к духовной жизни, вернулись к свету. Только для этого часто люди болеют только для этого. Но опять-таки это мы поговорим более подробно, почему мы болеем. Если духовное продвижение становится насущной необходимостью, то необходимо стать искренним, критичным. Как понять и работать над искренностью? И как совместить искренность с критичностью? В Агни-йоге есть такое понятие. Ну, если понимать искренность, что мы должны искренне все говорить, то это не искренность. Это, скорее всего, человек просто открывает себя. Поэтому
нам надо четко понимать одну вещь. Вот Агни-йога очень хорошо отвечает на этот вопрос. Есть вопрос, мы отвечаем. Нет вопроса, мы не отвечаем. А отвечать мы должны по сознанию человека, который нам задает вопрос. Если это вопрос касается каких-то вещей, которые... мы не должны раскрывать определенные вещи тем людям, которые, допустим, не достигли уровня духовного развития. Это не будет искренность, это будет неправильно. Мы человека можем даже сделать какие-то негативные, он оттолкнет это. Вот Агни-йога, интересно, отвечает на этот вопрос. Зачем, если вас спросят, зачем Агни-йога? Чтобы вы были лучше. Агни-йога открывает путь к тому, чтобы человек стал лучше, чтобы он осознал свою жизнь. Вот это, наверное, самый главный ответ на вопрос. Как совместить искренность с критичностью? Все, что мы получаем, любую информацию, мы должны критично относиться к ней. И не обязательно мы должны все то, что мы сами нашли, выдавать на уровень того сознания, которое человек может воспринять. Вот стараясь донести Агни-йогу через видео наши занятия, мы пытаемся упростить некоторые вещи, чтобы они стали понятные, чтобы человек задумался. Я недавно выслушал одного блогера, которая, живя в Соединенных Штатах, она обращается к своим соотечественникам из России. И вот она строила блоги длинно, рассказывая, что неправильно, задумайтесь, вы нападаете, вы агрессор, вы делаете неправильные вещи. Она много записывала, не получала никакого ответа. Потом она начала сокращать свои блоги за 1 минута. Задумайтесь, и давала определенный вопрос. И люди начали ей писать. Вот, да, я начал задуматься над этим вопросом. То есть, когда мы выдаем много информации, и она не соответствует сознанию, у человека начинается протестная реакция. Я знаю очень многие семьи, у которых родственники живут в России, они перестали с ними общаться. Почему? Они пытаются им рассказать, а те не понимают. Они находятся под воздействием, определенным воздействием. Об этом тоже будет видеофильм. У нас много планов. Какие критерии того, что дух находится в состоянии прельщения майей? И может ли человек сам определить, в каком состоянии находится его дух? Если он сам себе задаст вопрос, кто я, это уже он задаст первый вопрос на пути к духу. Кто я? Человек. Но все людей-то много. Значит, это не критерий. Кто я? Тело? У всех есть тело. Я мужчина или женщина? Но если мужчина и женщина, значит, это не критерий. Значит, кто я и для чего я пришел на землю? Это первый вопрос, который человек должен, если он задает себе, значит, он уже находится на пути к духу. Один из вопросов, который удивил психологов, когда они задали вопрос студентам психологического факультета, какой самый насущий вопрос для вас? Они задали: зачем я живу? Зачем я живу?
И мы приходим к тому, о чем говорят Веды. Есть предназначение для каждого человека создать что-то доброе на земле. Вот если он задает себе вопрос, кто я и для чего я живу, это первый вопрос, что он сделал первый шаг на духовном пути. Может ли обычный человек вмещать токи пространства и улавливать формулу психической энергии? Из какого уровня сознания этот процесс может быть им хотя бы частично освоен? Но в предыдущем видео мы говорили о том, что мир – это мир энергии. Как только человек начинает изучать мир энергии, с того момента он начинает понимать, что очень многие вещи на Земле, в его жизни протекают не просто так, а по определенным законам. Это первый шаг. Опять, может быть, нет, это, наверное, второй шаг. Когда человек осознает, что есть что-то за пределами его понимания, что за пределами его мира есть еще что-то. Это как фильм. Да, я неоднократно обращаюсь к фильму «Матрица». Он выходит за пределы матрицы, за пределы субъективного мира, о котором в Ведах сказано, что это нереально, это майя, которая заводит человека иногда в тупик. То есть мы должны быть, самая главная наша задача – быть осознанным человеком. Осознанность наступает тогда, когда мы начинаем идти дальше за то, что открывает перед нами картина этого мира. Взаимосвязаны ли огонь пространства и энергия начала? Ну, во-первых, огонь пространства есть и в мужчине, и в женщине. И человек, приходя на Землю, он обязательно вмещает в себя энергию определенного начала. И это записано в формуле, кем он должен быть. То, что сегодня мир находится в иллюзии, в заблуждении, я могу сказать точно. Это иллюзия, что человек может решать, кто он. Может изменить пол, может изменить и сказать, там, я того-то, я хочу изменить пол. Это иллюзия, которая навеяна силами тьмы. Человек рождается мужчиной или женщиной. Другое дело, что человек, если воплощается, и воплощается не с очень высокого уровня, и у него могут присутствовать черты другого пола, то он может вмещать в себя, вот есть, говорит, мужчина с женским характером или женщина с мужским характером. Это отголосок прошлых воплощений. Ему надо осознать, если он родился мужчиной, он должен быть мужчиной. Он должен понять, что такое мужчина. У мужчины и у женщины две разные функции на Земле. И, конечно, огонь пространства, это под огнем пространства надо понимать психическую энергию. Она делает то, что из маленького зернышка рождается дуб или морковка, или дерево, и там, ну, все что угодно, или животное, но соединяются яйцеклетки, соединились, и рождается человек. И в нем уже заложено начало, или мужское, или женское. Ему надо работать над развитием этого начала. Может ли человек стать на духовный путь, не принадлежа к какому-либо религиозному течению или духовной организации? Может стать, но идти ему будет очень-очень сложно. Это сказано в Ведах и сказано в Агни-йоге. Найди своего учителя. То есть сама система света
устроена так, что почему появляются святые? Почему появляются апостолы? Допустим, в Греции 70 апостолов, в Иерусалиме 12 апостолов. Это те люди, которые могут проводить энергии. То есть человек может начать, но он должен идти по этому пути. Но если он выбрал путь, он не должен сворачивать. На сегодняшний день есть очень много таких примеров, когда человек пошел в одну организацию, нет, это не подходит. Пошел в другую, нет, это не подходит. В третью. Он может искать до определенного момента, но когда он нашел, он должен идти только по этому пути. Он должен положить основу. Ведь основа, которая заложена в Библии, заложена в Евангелии, она заложена в тайной доктрине, в Ведах, она заложена во многих, там, в буддизме. Это все есть. А почему получается, допустим, 300 конфессий христианских сегодня на Земле? Это трактование одного и того же человеческим разумом. Почему святой Паисий, это святой 20 века, это он жил рядом с нами, совсем близко, мы можем изучить его жизнь. Но он жил отдельно. И только по праздникам приходил в храм, а жил он отдельно. Он был святым, но и к нему приходили люди. Пришло время, когда он поселился на Афоне, и к нему он начал общаться с людьми. Но для того, чтобы достичь определенного уровня, ему надо было пройти свой путь. А свой путь – это очень тяжелый путь. Ну, можно, но трудно. В чем различие предназначения мужчины и женщины? Мы не будем делить. Что такое предназначение? Давайте определимся. Это то, что человек должен создать на земле. Создать на земле человек должен что-то доброе. Поэтому предназначение можно определить одним словом. Делать добро, работать на общее благо. Это предназначение. А вот предназначение семьи – это будет другое предназначение. Это тоже можно отдельно говорить. О воспитании, об образовании, о семье. Что надо дать ребенку? Какой совет? Довести и уберечь. Довести до того, чтобы он мог вступить в жизнь осознанно. Вот это предназначение семьи. Уважаемые зрители, мы просим распространять наше видео другим людям, чтобы они тоже стали проводниками света. Тогда на земле быстрее наступит мир, благополучие, гармония. Я желаю всем здоровья, мира, гармонии. Пусть миру будет хорошо.